Всем привет! Меня зовут Алена, и вы на моем канале о вязании. В этом видео хочу предложить вам связать замечательный джемпер «История осени» по описанию Drops. Джемпер вяжется несложно, единым полотном сверху вниз без ростка. Я выбрала цвета, которые, казалось, мне совсем не сочетаются, но в итоге после вязания образца решила, буду пробовать, и не пожалела. Джемпер мне очень нравится, ношу с удовольствием, сочетание цветов необычное и запоминающееся. Итак, вязала я из мохеровой нити, использовала 4 цвета разных производителей. Красный с люрексом — это пряжа Lana Gatta Silk Mohair Luxe. Итальянская пряжа, цвет 6024, красная вишня. Очень приятная и мягкая пряжа с деликатным блеском, за счет которого вещь красиво переливается. В мотке 25 грамм, метраж 210 метров. Состав 78% Super Kid Mohair, 14% шелк, 4% нейлон и 4% полиэстер. Второй цвет — это белый цвет и пряжа от Drops. Drops Kid Silk, Норвегия. Это роскошная пряжа, очень легкая и нежная. Состав 20% шелк и 75% мохер. Моток 25 грамм, 210 метров. Это пряжа, и это они похожие по метражу и по качеству. Третий цвет — это вишневый марсала с полиамидным блеском. Пряжа переливается, очень красивая. Название Linopia Italia Art Metallica. Состав 32% кидмохер, 25% шерсть мериноса и 43% полиамид. В 100 граммах 450 метров. Это бобинная пряжа. Она толще, чем вот эти вот две, немножко. И четвертый цвет — это бледно-сиреневый. Остаточки у меня давно лежали, поэтому не помню я название. Но это тоже мохер, бобинная пряжа, тоньше, чем предыдущий, поэтому регулировала толщину сложениями нитей. Так как у меня разная пряжа, то я подбирала толщину при сочетании цветов. Если вы будете вязать из стандартной мохеровой пряжи, вот как вот эти, когда в 25 граммах 210 метров приблизительно, то вязать надо в 2 ниточки. И чередуете цвета, как при вязании градиента. Я чередовала следующим образом. Сразу я вязала сиреневый с белым, затем я вязала красный с белым. Дальше у меня идет красный и сиреневый. И в самом конце темный цвет, вот этот вот красивый блестящий цвет, и добавила тоненькую ниточку вот этого цвета. Спицы я использовала 4 на резинке, на рукавах внизу и сверху, и номер 5 для основного полотна. Общий расход получается 165 грамм, приблизительно уходит чуть больше, 1,5 мотка каждого цвета, и остаются остаточки со второго мотка. В общей сложности, если так смотреть, то где-то 7 моточков ушло у меня. Джемпер вяжется по кругу от верхнего края. На спицы номер 4 круговые набираем 76 петель. Обычным способом я набирала. И плюс 1 петля для соединения в круг. Как объединить петли в круг, есть у меня на канале видео. В плейлисте о вязальной полезности можете перейти посмотреть, кто не знает. Далее мы провязываем один круг лицевыми петлями. Потом продолжим резинкой 2 на 2, 2 лицевые, 2 изнаночные петли, и вяжем на высоту 3 сантиметра. Дальше в следующем кругу мы вяжем лицевыми петлями, при этом равномерно прибавляем 2 петли. Получается 78 петель на спицах, и мы провязываем еще один круг лицевыми петлями. Теперь длину измерять от этого места. Дальше мы переходим на круговые спицы номер 5 и начинаем вязать лицевыми петлями или чулочной вязкой полосатым узором. Полосатый узор у нас приведен в описании. Расписано, какие нити между собой сочетать. У вас это могут быть свои цвета, у меня это свои цвета. Но сама суть полос в том, что первая полоса вяжется 13 сантиметров.
плюс 3 сантиметра резинкой. Вторая полоса тоже 13 сантиметров. Третья полоса 13 сантиметров. И полоса четвертая вяжется уже до конца работы. Джемпер вяжется без ростка и без регланных линий. Здесь круглая кокетка. И пользуемся схемой, которая приведена в описании. Здесь 3 схемы. Это на каждый размер. Вот SM, L, XL и большие размеры. Я пользуюсь первой схемой. Это вертикальный раппорт по схеме. И на схеме приведены лицевые ряды, то есть круговые ряды. Пустая клеточка — это лицевые петли, а вот этот вот черненький кружочек такой продолговатый — это накид. Это прибавление петель, а в следующем ряду он провязывается скрещенной лицевой петлей. То есть у нас идет прибавление, затем ряд просто провязывается, прибавление, ряд просто провязывается. Здесь уже больше промежуток провязывания без прибавлений и так далее. Для удобства я себе отмечаю маркером тот ряд, который я уже провязала, чтобы не запутаться. У меня уже провязано вот до этого места, и следующий у меня ряд идет с накидом. Давайте рассмотрим более подробно. Вот, например, у нас идет первое прибавление, да, первый ряд. И мы вяжем 1 лицевая, накид. Затем у нас несколько раппортов надо повторить. У нас 1, 2, 3, 4, 5 петель и вот 6-я. То есть у нас после маркера вяжется лицевая, накид, затем 6 петель, накид, 6 петель, накид. Повторяется раппорт. Потом у нас провязываются просто лицевыми. В следующем ряду у нас уже перед прибавлением у нас идет 1, 2, 3, 4, 5 петель, накид. Затем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель, накид. 7 петель, накид и так далее. То есть мы повторяем раппорт. И точно так же мы здесь. Вот сейчас мне надо будет провязывать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель после маркера. Затем накид. Затем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петель. Накид. 11 петель, накид. 11 петель, накид. То есть повторяем раппорты, да? И в конце круга у нас 1, 2, 3, 4 петли. То есть все элементарно просто, как я уже сказала перед этим. И мы вяжем с вами вертикальный раппорт до конца. Вводим новую нить и вяжем до конца ряда. В конце ряда переснимаем маркер на правую спицу. Первая петля следующего ряда провязывается следующим образом. Вводим спицу в петлю на ряд ниже и провязываем ее. Ниточку подтягиваем. Далее вяжем как обычно. И делаем точно так же, когда вводим следующий новый цвет. Я закончила вязать вертикальный раппорт по схеме А1. Всего у меня на спицах 247 петель. И дальше мы продолжаем вязание кокетки по рисунку на высоту 20 сантиметров. После того, как будет 20 сантиметров, в следующем круговом ряду мы должны добавить 7 петель. И всего на спицах должно быть 254 петли. Продолжаем вязание на расстояние 21 сантиметр. И далее мы будем делить вязание на основную деталь и на рукава. Второй цвет я ввела через 13 сантиметров от планки. И буду продолжать вязать этим цветом до тех пор, пока не будет вторая полоса у меня тоже 13 сантиметров. Здесь у меня красная и белая ниточка вместе. И покажу вам на рисунке, на схеме. Вот мы провязываем 21 сантиметр. Наша кокетка заканчивается. Делим мы уже на части. И потом уже будем вязать отдельно рукава и отдельно основную деталь. Давайте самостоятельно провяжите до 21 сантиметра. Не забудьте прибавки сделать в последнем, в предпоследнем, вернее, ряду.
Для моего размера 7 петель, для остальных размеров приведены в описании цифры. 10, 9, 14, 15, 24 и так далее. Через 21 сантиметр от воротника в следующем кругу нам надо разделить вязание, отложить петли рукавов. Мы должны провязать первые 36 петель половины спинки, отложить следующие 55 петель рукава на дополнительную спицу или на ниточку, и вместо них набрать новые 6 петель для подреза рукава. Дальше вяжем 72 петли переда, откладываем следующие 55 петель рукава на дополнительную спицу. Вместо них набираем новые 6 петель для подреза рукава и вяжем остальные 36 петель половины спинки. Основную деталь и рукава заканчиваем раздельно, измеряем уже длину от подреза в рукава. Я вместе с вами провяжу этот ряд, вяжем первые 36 петель. Для моего размера это 36 петель. Провязала я 36 петель и беру иголку с ниточкой. Мне удобнее это делать на ниточку, можно делать на дополнительную спицу. Правую часть пока не трогаем, а левую часть мы берем и переснимаем на иголку 55 петель рукава. Все, я пересняла на дополнительную спицу наш рукавчик. Оставляем ниточку, обрезаем и завязываем, чтобы петли у нас не потерялись. Готово. Дальше мы должны набрать 6 петель для подреза. Берем наше вязание и добавляем 6 петель. Каким образом можно добавить 6 петель? Как набираем петли, так и добавляем. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Добавили. И продолжаем дальше вязание наше. Отсчитываем теперь 72 петли переда и провязываем. Первую петлю, когда провязываете, то подтяните хорошо ближе к набранным петлям, чтобы не было сильно большого отверстия. Считаем 72 петли. И дальше мы точно так же делаем со вторым рукавом. Я пересняла петли второго рукава на ниточку. И дальше мы должны провязать остальные 36 петель спинки. Вот у нас маркер. До этого маркера у нас будет 36 петель. Не забываем, с этой стороны тоже набираем на подрезы 6 петель. Итак, работу мы разделили на основную деталь и на рукава. Теперь мы вяжем основную деталь. На спицах у нас 156 петель, и мы должны поставить маркер в центре петель подрезов рукавов. То есть у нас 6 петель на подрезы, и мы ставим маркер посередине. Для чего мы это делаем? Потому что мы чуть попозже будем прибавлять по одной петле с каждой стороны от этих маркеров. Немножко будет у нас расширяться изделие основного полотна. Так, и с этой стороны мы ставим маркер. Так, что я еще хотела вам сказать. Смотрите, у нас идет узор, это полосы, да. И вот у меня провязано здесь 13 сантиметров полосы первого цвета, да. А второй цвет еще не закончен, 13 сантиметров нет. Мы уже разделили работу и будем вязать отдельно рукава и отдельно основную деталь. Для того, чтобы запомнить, сколько после разделения еще мы провяжем рядов этого цвета второго, я поставлю тоже
вот здесь вот где-то маркер от этого ряда. И потом я посчитаю, сколько я довязала, чтобы на рукавах точно так же равномерно связать оставшееся количество недовязанного узора. Я провязала 4 сантиметра. И теперь по бокам от маркера нам надо добавить петли. Мы вяжем до последних 4 петель. Делаем накид, провязываем 4 петли, переснимаем маркер, провязываем 4 петли и делаем накид. В следующем круговом ряду мы эти накиды провязываем скрещенной лицевой. Накид, 4 лицевые петли, переснимаем маркер, 4 лицевые петли и накид. И точно так же делаем с другой стороны. Следующее прибавление у нас должно повториться через 14 сантиметров. Я сделала еще один круг прибавления через 14 сантиметров, ввела уже здесь третий цвет, и теперь надо провязать от подрезов 26 сантиметров для того, чтобы сделать последнее прибавление, но не по бокам прибавление, как в предыдущих разах, а будет равномерное прибавление по кругу. Всего мне надо прибавить 36 петель. Я уже ввела и четвертый цвет, и буду этим цветом уже вязать до конца. Вот сейчас у меня как раз 26 сантиметров провязано. Я буду делать прибавление, и после этого переходим на спицы 4 миллиметра и вяжем еще 4 сантиметров уже резинкой 2 на 2, 2 изнаночные петли и 2 лицевые петли, и затем петли закрываем. Все, далее мы будем вязать рукава. Нам надо перенести отложенные петли рукава на спицы номер 5 по краю подреза. То, что мы добирали 6 петель, поднимаем по одной петле из каждой петли. И посередине мы ставим маркер. Это у нас будет разделение работы рукава. И от этого маркера мы будем уже делать убавление петель. Продолжаем вязать вот этой же ниточкой, этим же цветом. Я вам рассказывала о том, что надо поставить маркер, чтобы понимать, сколько еще рядов надо провязать таким же цветом. Вот количество рядов вы считаете от маркера и столько же вяжете рукав. Но здесь уже нам надо делать убавочки, и после того, как вы провяжете 4 сантиметра, в следующем кругу надо убавить уже по одной петле с каждой стороны от маркера, который мы поставим вот здесь, вот посередине между наборными петлями. Как делать убавление, я покажу, а пока вяжем 4 сантиметра. Потом дальше мы будем еще убавлять петли и расскажу как. 36 петель, которые мне нужно прибавить, я буду прибавлять по такому же принципу, как я прибавляла по бокам и в начале нашей работы. Если вы не знаете, как равномерно прибавить петли, то вы можете перейти на мой канал вязальной полезности. Там когда-то я записывала видео как раз об этом, как равномерно прибавить петли. Я решила не менять номер спиц и продолжила вязание резинки спицами номер 5. Сейчас я закрываю петли. Петли закрываю, как смотрят по рисунку, то есть 2 изнаночные, 2 лицевые. И для того, чтобы полотно у нас не стягивало, это все-таки махеровая ниточка, я взяла спицы на размер больше, вяжу пятерочкой, взяла спицы номер 6. И теперь буду закрывать петли свободно, не стягивая. То есть вот у меня лицевая петля, я ее провязываю лицевой и закрываю. Следующая лицевая, тоже лицевой, закрываю. Дальше у меня изнаночная, я провязываю изнаночной, протягиваю и еще раз изнаночная. Свободненько, не стягивая, мы закрываем петли для того, чтобы была растяжимость и чтобы было комфортно одевать вещь.
Я связала уже один рукав и расскажу вам, как сделать убавление, и покажу, как их провязывать, эти убавления, на втором рукаве. Итак, я говорила уже, что после того, как вы петли перенесли на спицы номер 5 и подняли петли подрезов, мы провязываем 4 сантиметра и делаем первое убавление. Убавления делаются каким образом? Вот у меня получилось, по-моему, 10 рядов, если я не ошибаюсь, 4 сантиметра. И доходим до маркера. Последние 3 петли перед маркером мы провязываем следующим образом. Первые 2 петли мы провязываем вместе лицевой, затем 1 лицевая, маркер переснимаем. Сейчас я вам это покажу. Значит, по правой стороне от маркера мы провязываем 2 петли вместе за передние стенки. Затем вяжем 1 лицевая, маркер переснимаем, затем 1 лицевая. И следующие 2 петли мы протяжкой делаем убавлением. Первую петлю снимаем, вторую провязываем лицевой и протягиваем снятую петлю через провязанную. Все, мы сделали убавления первые. И следующие убавления у нас уже будут через 3 сантиметра. То есть, как я делаю? Отмечаю на рукаве маркером, что я сделала убавление. Отмеряем 3 сантиметра. Делаем следующее убавление таким же образом. Я считаю ряды. Например, здесь 8 рядов. И делаю убавление, потом следующие 8 убавления и так далее. Всего нам надо сделать 6 убавлений таких. Кроме этого, не забываем, что мы точно так же меряем следующую полосу, как доводим, и параллельно делаем убавление. Столько же, сколько и на основной детали. И дальше уже мы вяжем до конца рукав последним цветом. После того, как сделали все убавления, вяжем прямо, без каких-либо убавлений, на расстояние 39 сантиметров от подрезов. После этого мы в последнем ряду, получается, перед резинкой убавляем 9 петель. На спицах у нас должно остаться 40 петель. И мы переходим на спицы номер 4 и вяжем 4 сантиметра резинкой 2 на 2, 2 лицевые, 2 изнаночные. Закрываем петли по рисунку. Я закрывала обычным способом, меняя 2 лицевые, 2 изнаночные петли. Второй рукав вяжется аналогично. Итак, если вы хотите связать себе пушистый, очень нежный, приятный на ощупь джемпер, то присоединяйтесь к вязанию. Всем удачи и ровных петелек!